Я так понял, он тут бесплатный душ? Ну, сам Бог велел сходить. Мы ж халяву любим. Как любят писать некоторые замечательные люди. Доброе утро, воскресное. Стоянка, душ, баня. Ой, 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 близнецы. Роскошгалантерея. Привет. Чумазенькие такие. Ну так-то ничего, уютненько здесь. Мне понравилось. Неплохая стояночка. В кафе не ходил, понятно, там еще надо свои запасы съедать. Это Ливны. Ну не доезжая Ливнов со стороны Орла. И как бы и машинами здесь не забили полностью, чтобы можно было выехать. Вот так вот, как МАЗ стоит. Вот так вот несколько машин еще стояло. И все, вот люди спокойно все разъехались. КамАЗик воронежский стоит. Может, он тоже куда-нибудь грузится. Смотрим, он так не собирается никуда выезжать. Время 8. Завтра в это время мы поедем грузиться. Сейчас идем, будем завтракать. Потом пойдем, займемся, надо навести марафет в прицепе, вымести в нем. Ну, покажу, надо эти расставить наши крепежи, эти, ну, дополнительные эти, потому что, ну, как бы одно из условий загрузки. Бочка, похоже, тут давно припарковалась уже. Одно из условий загрузки, что надо грузиться, ну, я так понимаю, навалом будет, битком полная машина. Ты опять прибежал? Что? Ну, сейчас залезу в машину, там отрежу кусок колбаски, отрежу. Ежешь. Белорусская. Белорусскую будете кушать? Будете? Все. Вот. Потом можно в душ сходить. Раз бесплатный, тем более. Ну, грех не воспользоваться. Уехал мой воронежский коллега. Остались мы тут в гордом одиночестве. Ну и вот скажите мне, как вот эту красоту резать? У меня даже рука не поднимается. На сколько его частей делить? В холодильнике места нету. Может, за прицеп положить? Собачки не утащат, бегают. Чтоб не испортился. Ой. Ладно. Не могу. Ну не поднимается рука, ну ё-моё. Юра. Нет слов. Не мысли. Наверное, на 3. Я себе кусочек оттяпал. Похудеешь тут. Ага. Ой, да. Гормон радости. С утреца сейчас закинем. Так, ножик сюда. Будем завтракать.
Бутерброды мы всегда успеем поесть, правда? Вот эту вот красоту надо съедать, чтобы не испортилось. Надо пробу снять. It's beautiful. Да. Как мало иногда человеку надо для счастья. Приятного аппетита мне. О, даже моя эта железяка упала. Да ё-моё, как тут залезть? Не упасть. Не вымазаться. Вот, нам надо сейчас эти штуковины. Они все на этом борту были. И на этом, и на том. В Бресте давай грузить. И там, где они, получается, ну, напротив были. Вот передние борта были свободны. А здесь вот 4 было тут, 4 здесь. И это. И все. И 3 палета вряд ли становится. Пришлось сюда все переставить. Тогда они смогли засунуть палеты. Надо вот эти гвозди еще типа выметать. Тут где-то еще куски торчат. Вот видите. Это. От бульдога пооставали. Сейчас мы их поотламываем. В общем, вот это все надо сейчас счастье развесить. По этим сторонам. Потому что, ну, груз навалом. Укрепить. Чтоб нас не раздуло. Досочку заменили. Тут у меня сломанная была. И дайте еще одну в запас. Замки развесить. Если навалом, надо все тут по одному. Обычно я их в один ряд свешиваю. Хотя не, наверное, вот здесь вот на краешек один ряд повешу. Вот. Ну и вымести. Уже 1000 лет не выметал. ПХД у нас. Паркохозяйственный. Надо с чем-то. Надо ж подвигаться. Торта ж поел. Все, теперь надо это. Тут некоторые советуют 50 кругов вокруг машины пробежать. Ну, тут пальцем у виска крутить. Мы сейчас здесь в прицепе немножко подвигаемся. Идти тут некуда. Погодка, видите, опять снежочек какой-то идет. Сейчас по ХД наведем. Будем это. Пойдем изучать, как на коптере летать. Но все равно запускать пока не буду. Боюсь я. Надо сначала про эту теорию пройти, потом уже практикой заниматься. Взлетим, взлетим. Обещаю, взлетим. Дату назвать не могу, но взлетим.
Все, порядок. Погрузки готовы. Ну, конечно, всех калорий не сожгли. Я думаю, сжег только даже одну ложечку тортика. Но все равно подвигались нормально. Даже жарко стало. Пойдем сходим в душ, наверное. Пока людей нету. Вечером люди понаедут. Может занят быть, пока свободно. Водичка будет горячая. Пойдем покупаемся. Это, оказывается, МАН саратовский. Судя по всему, он тоже давненько стоит. Все, у нас там скачиваются куча всяких программных обеспечений. Ты вот честно сегодня часа 3, наверное, сидел, только всякие инструкции читал. Все на свете. О, летят уже. Угу. Где ж я на вас колбасы-то наберусь на всех? Не, ребятки, вы уж простите. Я понимаю, так, деликатесик побаловаться. Ну, кормить-то, где ж ваш все равно не накормишь. Да только мой мальчик дома может чуть-чуть скушать и пойти. А вы же, ребята, такие, будете есть, пока есть возможность глотать. Прикольные такие. Так, ну что, пойдем. Где тут светло? Это Мэйжо. Такое ощущение, что только что кто-то мылся. Как парный стоит. Мэйжо мы прикроем. Ну вот, как бы. Наверное, камера запотела. А, зашел с холода. И что тут? Вассер есть? О! И даже горячий. Ну лады. На халяву и уксус сладкий. Будем мыться, потом скажу. Знаете, я вам скажу, весьма достойный душ. Не везде, где 150 рублей, а то и 200 платишь. Активация завершена. Пропустить что-то. Пропустить. В общем, я сейчас тут это буду разбираться. Вон, смотрите. А, как настоящий самолет моргает. И целый день тут сижу с ним, тут это программное обеспечение туда-сюда. Я ж в этом, войдите. Вот в одной руке телефон, в другой руке дрон. В третий пульт, ногой там. Это. Про душ. Вода, место, в принципе, ну вы сами видели. И вода, ну пускай она там не как дома, конечно, струйками, ну так. Главное, что она не плавает. Поэтому прекрасно искупался вообще. Твердая четверка. Говорю, не везде за деньги. Такой. Не знаю, получится у нас сегодня взлететь, не получится. В общем, я тут буду разбираться. Не, ну вряд ли, наверное, там снег опять пошел. Я боюсь еще. Надо тут сначала 150 тысяч роликов пересмотреть. А потом уже взлетать. Ну, взлетим. Мамой клянусь. Коллеги, на Газели утро началось не с кофе. Залез под машинку. Крутит. Такса бегает егоная. Прикольная такая. Вон она, вон она. Видите?
Бегает тут, развлекает всех, пока он там газельку ремонтирует. Доброе утро. Понедельник. О, бежит ко мне. Ой. Какой серьезный, видите, мужчина. О. Понедельник, 6-е. Чё? Начало 8-го уже. Ой, 9-го. Минут 20 уже. Не, 15. 20, какая разница. Поедем. Так, здесь все good. Тут тоже все good. Ну, раз good, значит поехали. На погрузку. Ходил, мусорку искал, не нашел нифига. А сзади там на заборе написано, говорит, мусор не выбрасывать. Так вы мусорку поставьте. Естественно, вон люди, видите, начинают сваливать мусор. Ну, мы это делать не будем, конечно, я поедет со мной, там выкинем. Но вот на всю стоянку я мусорки не нашел. А вот на территории мусор не выбрасывать. Но, понятно, мусорок нет. Я не нашел. Поехали. 8:30. 7,5 километров. Выходные кончились. Пора арбайтом. Что-то у него там поломалось снизу. Такса прикольная такая. Бегала тут. Тут свой охранничек такой. Вы видели, рыженький такой бегал. А они тут скарифанились, тут давай тут. Котов не видно. Ну что, нормальная стоянка. Кафе не знаю. Вообще есть оно тут или нету. Я не ходил. Да и что-то и по деревне не ходил гулять. Хотя можно было бы. Хотя что там особо смотреть. Поехали узнавать, что там у нас с нашими фильтрами. Готовы, не готовы там грузить. Так, слева никого. Справа тоже никого. Видите. Прочитал. Ливни, населенный пункт воинской доблести. Да, этим местам тоже досталось во времена Великой Отечественной. Ни разу в самих Ливнах не был. Никогда не доводилось сюда заезжать. -1. Сейчас сухо. Вчера там то сыпало что-то сверху, то не сыпало. Коптер вчера запустить не получилось. Кажется, батареи разряженные были. Уже все, я все сконнектил, и пульт с ним, и все. Потом он мне пишет, не то что посадка, запуск запрещен, зарядитесь. Поэтому пока. А потом снег еще пошел вечером, вроде как пульт зарядил потом. Надо батарею еще было полностью зарядить. Что будем ждать более удобного момента. До
первых испытаний полетов. Вчера целый день игрался тут с ним. Так, пока едем прямо 2 километра, потом будем направо поворачивать. Этого кольца нету. Видно, что недавно построили. Давай, ехай, ехай. Не бойся. Товарку, я его понимаю. Доставить. А, сам город вон только, можно сказать, только начинается. А нам направо надо, в промзону. Вот он, промзона начинается. Справа промзона, слева город. Местные. Вахту несут. Мало ли кто будет ехать мимо, косточку кинет. Елец прямо. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Нет. Здесь что? Вот здесь направо поворачивают. Они как-то дальше рисуют. И едем дальше. Ливный пластик. Через 300 метров поверните направо. Слушай, Маша, сделай наоборот. Вот сюда нам. Дальше уже как бы центр. Хотя грузовикам ехать можно. На следующем повороте поверните направо. Может, вот это наш завод и есть? Нет, это гостиница «Уют». Все вместе.
фильтрат, что-то такое вот, ну, на слуху. Не знаю, конечно, как они там по качеству. Что здесь написано? АО «Промприбор». Мне сюда получается. Серьезная организация. Наверное, стоял бы вон какая-то и века стоит, что ли. Если бы сюда посунулся где-нибудь, вон там он и стоял бы возле той заправки, вот как коллега стоит. Индустриальная 2А мне нужно. А это вообще улица Мира. Вот автоагрегат. Наверное, название фирмы просто не указано. Адрес написан и все. Через 180 метров поверните налево. ВААС автоагрегат. Ливнинский автоагрегатный завод, наверное. Вот так переводится правильно. Вообще мне вот сюда куда-то налево. Через 30 метров поверните налево. Ну да, вон какие-то ворота. Так, давайте мы вот здесь машину поставим. Или проложить. И пойдем пешком на разведку. Раньше времени лучше туда не сворачивать. Что-то какой-то съезд там такой, куда вообще в гаражи какие-то. Поверните направо. Сейчас попробуем позвонить. У меня есть телефон контактный. Кто там? Наталья Васильевна. Внимание! Разговор будет записан. Без проблем. Ну, возможно, рано еще. Еще только без 20, без 15:09. Не снимает. Ладненько, пойдем пройдемся. Служба сбыта и маркетинга. Все, доки выписал. Пропуск выписал. Кажется, работают с 8. Но у меня в заявке написано с 9. Вон проходная, сейчас туда поедем. Уже машины там на погрузке есть. Ой, как будет, так будет. Мне сказано к 9 приехать, я к 9 приехал. В заявке прям подчеркнуто было. Время работы с 9 до 7. Ой, до 5. Ладно. Не страшно. Как будет, так будет. Все равно я так что-то смотрел. В Омск в пятницу. Я вряд ли успеваю. Ну, все зависит от того, во сколько мы отсюда выедем. Если выедем ближе к вечеру, то однозначно на пятницу не успею. Нехорошо, конечно, но с другой стороны, Омск в пятницу выгрузишь, потом в Новосибирске стоять. Что там, что там. Передовики производства. Уважаемые люди.
Начальник бюро бухгалтерии даже есть. Не, сейчас посмотрел. 2750. Что-то такое. Ну, в общем, в пятницу Омск, в принципе, выкинуть вполне реально. Если Урал не подведет, а мы же по пятерке поедем. Если там нигде не прилипнуть, то, в общем-то, даже с разницей во времени, Омск в пятницу можно разгрузить. Пускай не с утра, там, к обеду. Ну ладно. Сейчас будем смотреть по ходу дела. Что тут да как. Как загрузят, когда загрузят. И так далее. Что тут за загрузка? Может, сейчас тут за полчаса закидают, за час палетами. На палетах все будет и все. Я ж не знаю. Так бы вот тут вот где-нибудь стоял бы тут на дороге. Вариант не аховый. Это что тут? Все серьезно или так? Не совсем. Сейчас посмотрим. Так, что тут у нас куча бумажек всяких. Доброе. А ты что будешь Фильтра. грузить? Да. А еще там что? А, вот Пойдем. тут целая куча. Так, на, пойдем еще, надо посмотреть. А, все, иду. Сейчас куртку накину. Держи там. Я держу. Так, тут. Где моя куртка? Пойдем откроемся. Идти не надо с вами. Ну ладно. Ждем. МСИМ открылся. Прямо, да, едем? Да, прямо. Угу. Шутку кинуть сюда сейчас. Ман начнет ругаться, что не пристегнуто. Свыше 15 разгоняешься и начинает. Черим-черим, черим-черим. Свыше 15 ты разогнаться проблема. Ямки. Ну, на мусорке есть куда. Коробки от коптера тут пооставались. Ну, от коптера-то оставил коробку, а там сумочка такая к нему. В доп. Опции там все эти батареи лежат в ней, все. А от нее эта коробка нафига мне только место занимает. Надо все повыбрасывать. До конца налево и, говорит, там увидите.
Может, и наша есть, может, и нет. Ну, я бы не сказал бы, что тут уже прямо тут катастрофа. 2 машины, 3, и то одиночки. Что не все тут так еще пока страшно. Как мне нарисовали. Становимся здесь, потом... О, видите, вон и мусорки. Все, что надо. Пойдем узнавать, относить бумаги. Что скажут.